Всем привет, с вами Алла, и в этом видео покажу, как буду шить вот такую морскую подушечку. Это будет житель водного транспорта, так как вышивка у меня это первая буква названия этого самого водного транспорта. И для того, чтобы она была максимально похожа на морскую, я ее задекорировала вот таким шнуром. Итак, если хотите сшить такую же, начинаем. Для пошива этой подушечки нам понадобится две заготовки. Одна верхняя, другая нижняя. И это у меня верхняя, она с вышивкой и сделана на свободном ходу машины. Как я делала эту заготовку, показывала в предыдущем видео. Кто не видел, ссылка будет в описании под этим видео. Далее нижняя заготовка у меня вот такая, и сделана она на обычном ходу машины, не свободно ходовая стежка, и она немного отличается и наполнителем, потому что здесь поролон. Я уже этот способ показывала, и кто не видел, также ссылочку оставлю в описании, можно будет пройти и посмотреть. Также нам понадобится вот такой канат, они бывают разных цветов и диаметров. Я его купила в строительном гипермаркете Эпицентр. Смотрите, вот такие держатели для каната. У меня размеры 8 на 12. Это для боковых держателей. И также размер 8 на 4 для угловых. Как высчитать размер? Потому что у вас может быть другого диаметра. И поэтому я решила показать. Смотрите, берем сантиметровую ленту и прикладываем. Вот у меня 8. Я приложила и понимаю, что с учетом припуска меня это устраивает. Если у вас другой диаметр, возможно, вам нужно будет другой размер. И смотрите, вот таких деталей нам нужно 4, и этих деталей также 4. Всего 8 деталей. И начну я с этих деталей, это держатели. Итак, лицом к лицу у меня, еще раз повторяю, 12 на 8. Я складываю 8 к 8, то есть одна сторона к другой. Скалываю, прошиваю на машинке. Также эти детали, которые угловые, также складываю лицом к лицу. И по стороне 8 сантиметров делаю строчку. После того, как строчку я сделала, смотрите, нам нужно вывернуть эти детали. И так вывернуть и заутюжить, чтобы вот этот сгиб у нас был посередине внутри. То есть вот у нас будет вот такой держатель, а шовчик у нас будет внутри. Самое сложное вывернуть вот эти детали, они достаточно узкие. Я использую вот такой зажим, я его уже показывала в своих обзорах. Кто не видел, посмотрите, очень удобно. Вот таким образом я быстренько это делаю. Все, готово. Осталось проутюжить. Когда держатели готовы, и смотрите, мы берем заготовку, неважно какую, верхнюю или нижнюю, и находим серединки со всех 4 сторон. Берем держатели, эти у нас широкие держатели, у нас боковые. Нашим шовчиком вниз мы складываем, чтобы здесь все срезы у нас совпадали. Прикладываем к серединке, закалываем. Так делаем со всех 4 сторон, а вот эти у нас угловые. Мы также складываем шовчиком вовнутрь. Накладываем ровно на уголочек. Смотрите, вот так, да, видно. И также закалываем. И прокладываем строчку буквально просто, чтобы закрепить по самому-самому краю. Итак, держатели у меня пришиты, и сейчас, смотрите, я переверну наизнанку, так будет проще. И я буду вырезать синтепон, наполнитель для подушки, для этой подушки у меня будет синтепоновый, потому что у меня попался очень хороший синтепон, он такой мягенький, прям шикарный, и я его здесь буду использовать. Если вы будете использовать специальный наполнитель для подушечек, вам этот момент не нужен, то есть вы его потом просто набиваете. И синтепон, если все же вы делаете, это у меня такой неровный кусочек, сейчас я буду резать от большого куска, просто
просто покажу. То есть я синтепон буду резать по заготовке примерно на вот так. То есть у меня это кубик 3 сантиметра с каждой стороны, то есть вот этот наполнитель синтепон, да, он будет у меня по всему периметру меньше, чем сама заготовка на 3 сантиметра. Мы уже практически на финише. Я взяла верхнюю заготовочку нашей подушечки и нижнюю. Совмещаю лицом к лицу. У меня верхняя немного больше, я это потом все уравняю. И смотрите, по всему периметру мы прошиваем на машинке, но не забываем оставить отверстие для того, чтобы вывернуть и набить подушечку, наполнить. Так как у меня вышивка, и эта буква, у нее есть низ и верх, поэтому дырочку я буду оставлять внизу, а если у вас подушечка не имеет верха низа, поэтому с любой стороны. И я предлагаю это делать, смотрите, у нас здесь держатель и здесь. Я предлагаю держатели закреплять на машинке обязательно. И вот после держателя, вот у меня держатель, вот здесь я, как правило, всегда ставлю. И вот здесь. Я всегда ставлю два одинаковых цвета, в основном это всегда красный, да, для того, чтобы я видела, что мне до этой прищепочки и от этой прищепочки. Все сшиваем, выворачиваем, проверяем. Итак, вывернула, посмотрела, все хорошо. Меня все удовлетворяет. И сейчас смотрите, если вы наполняете наполнителем, просто его засыпайте. Если же вы будете делать так же, как и я, синтепоном, я уже его выкраивала, и я просто его складываю вдвое. И вот таким образом мы его там сейчас распределим. Так как отверстие у меня достаточно большое, так что туда влазит рука, мне это удобно. Если вам это неудобно, можно взять, кстати, на молнии, чтобы подушечка высовывалась. Ну вот сейчас вы не видите, что я делаю, да, но я как бы внутри этот слой синтепона расправляю. Так как он цельный, он прекрасно ложится, все хорошо. Конечно же, мне будет мало этого синтепона, я не знаю, мне здесь, по-моему, 250 грамм на метр, но я знаю, что мне мало. Я беру следующий, сейчас я тут хорошо поправлю. Беру следующий и точно так же складываю, засовываю и раскладываю до тех пор, пока не будет мне нравиться объем подушечки. Наполнитель готов. У меня получилась вот такая объемная, хорошая подушечка. Здесь, кстати, 4 слоя. И сейчас мы это отверстие зашиваем потайным швом. Я надеюсь, что вы все знаете, как это делать. Кто не знает, на всякий случай оставлю ссылку в описании, где делаю бантик. Там я рассказываю о том, как незаметно сделать потайной шов. Итак, я все зашила и уже продела канат. И смотрите, конечно же, я спрячу соединение в нижней в нижнем держателе. Но для начала я продела. Я вот так соединю. А еще смотрите, вы выбираете, то ли будет у вас этот канат провисать, то ли он может быть более в натяжечку. Я решила, что он немножечко должен быть такой свободненький, да? И вот так я соединяю. Беру иголочку, ниточку двойную и так хорошенько, много-много раз сшиваю. Это очень важно, потому что нехорошо будет, если распустится. Поэтому прям много-много раз. Потом я обмотаю и хорошенечко все сошью. Последний штрих готов. И я сейчас вам покажу место соединения.
Вот так это выглядит. Это, конечно, видно, но с учетом того, что перегородка это закрывает, мне все нравится. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, ставьте пальчики вверх. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. И, конечно же, не забывайте подписываться. Всем пока-пока!